Как понять, что тебе изменяют? Очень важно женщине прислушиваться к своему женскому началу. У нас внутри сидит женский следопыт, который всегда чувствует и замечает, что что-то не то. Что для тебя важнее? Сам факт сексуального действия, сама вот эта измена как факт секса или поцелуя, или то, что он в мыслях, в голове уже не с тобой? Важнее, естественно, то, что он в голове, в мыслях уже не с тобой. Ты замечаешь это, когда он отстранен. Ты замечаешь это, ты чувствуешь, что вы больше не в контакте, вы как будто два разных человека. Был совместный пузырек, было что-то общее. Разъединились, и получилось два мыльных пузыря. И вот это чувство, оно дает тревогу. И когда ты чувствуешь эту тревогу, честно, по факту, был у него уже с кем-то секс или нет, это второстепенно. Это не важно. Важнее вот причина этой тревоги. А причина этой тревоги то, что у вас нет уже контакта эмоционального, энергетического контакта. Во-первых, этот контакт всегда абсолютно теряется, когда в паре пропадает регулярный секс. Даже если вы действительно друг друга любите и отношения у вас замечательные, если секса долго не будет, то контакт всегда пропадет на какое-то время. Поэтому, если ты начинаешь задумываться о том, изменяет ли он тебе, сомневаться, понаблюдай, как часто ты с ним занимаешься сексом. Если вы партнеры, если вы пара, секс должен быть регулярным, потому что когда его нет, измены рано или поздно будут. Срок, как быстро эти измены наступят, зависит и исключительно от менталитета мужчины, от его воспитания, от его смелости, потому что, чтобы пойти изменять, нужно быть достаточно смелым человеком, готовым рушить какие-то социальные шаблоны, выходить из этих социальных шаблонов, чувствовать себя свободным. Не каждый может, и очень часто в семьях, где нет регулярного секса долго, но измены тоже не наступают, это не заслуга того, что он такой благородный. Нет, у него просто смелости на это не хватает. Поэтому я тебе рекомендую фокусировать свое внимание не на самих контактах его с другими женщинами, не на факте измены, а на том, что у вас нет контакта, и на том, что наверняка нет регулярного секса. Если же в твоем случае у вас действительно нормальный регулярный секс, и эта сфера жизни у вас в полном порядке, а ты все равно тревожишься, все равно замечаешь какие-то знаки, что-то происходит, что тебя настораживает, и ты задумываешься, что, может быть, он изменяет, значит, он бабник. Если он действительно окажется пойманным тобой на факте измены, и при этом у вас регулярный секс, нормально с этим все, то он бабник. Бабник не лечится от того, что ты ему прочистишь мозг. Бабник не изменится никогда от того, что ты обидишься. Бабник никогда не перестанет на самом деле быть бабником, если ты сманипулируешь им и, например, начнешь угрожать, что мы с тобой расстанемся, я уйду с ребенком, или я не дам тебе видеться с ребенком. Какие-то манипуляции будешь придумывать женские. Он не перестанет от этого быть бабником. Он просто начнет больше шифроваться, заметать следы, но внутри он не изменится. Бабник может перестать быть бабником только когда он с профессионалом, со специалистом найдет причину внутри, что его толкает менять женщин, что он на самом деле ищет в контактах с этими женщинами, почему ему нужно много разных. Или почему ему нужно две разные, стабильные. Внутри есть причина истинная. И только когда эта истинная причина найдена, потребность, которая за этим стоит, а это не секс. Секс – это инструмент что-то другое получить. Всегда. Секс – это инструмент. Как голос – это инструмент донести до вас какие-то мысли, информацию, так и секс – это лишь инструмент получить, удовлетворить какую-то потребность другую, не только сексуальную, не только физиологию. И вот когда бабник со специалистом, с каким-то, потому что самостоятельно это практически невозможно, находит эту свою истинную потребность и обучается получать это удовлетворение иначе, другим способом,
Возможно, он самоутверждается за счет секса. Тогда он прорабатывает эту сферу и находит способ, обучается самоутверждаться в жизни как-то иначе, не меняя женщин как перчатки. Только тогда бабник может стать не бабником. Но это путь достаточно долгий, и он возможен только в том случае, если он сам захочет пойти по этому пути. До тех пор, пока он сам не хочет, его все устраивает, ты ничего не сможешь изменить. Поэтому если ты подозреваешь, замечаешь хоть какие-то малейшие сигналы, уходи от бабника, не меняй его. Меняй мужчину, с которым ты находишься рядом. И самое главное, всегда верь своей женской интуиции. Помни, у тебя внутри сидит женский шпион, твоя такая субличность наблюдательная, у тебя есть чуйка бабская, ей нужно верить. Женщина, которые изменяют, всегда это чувствует. Не бывает такого, что она это не чувствует. Но очень часто она старается свои чувства не замечать, потому что это неудобно. Ведь если это заметить, потом нужно будет с этим что-то делать, а многие не готовы с этим что-то делать. И это нормально, тогда они выжидают какой-то период, чтобы созреть. Но если ты правда сейчас задаешься вопросом, изменяет тебе он или нет, и хочешь это узнать, спроси себя внутрь, как я чувствую по-женски, изменяет он мне? И ты получишь ответ на этот вопрос. И он будет верным. Если это видео тебе полезно, прямо сейчас, пожалуйста, поставь лайк, чтобы другие женщины тоже увидели это видео и узнали эту информацию. Подписывайся на канал, приходи в гости. И если есть вопросы, пиши их смело под видео внизу в комментариях. Я читаю комментарии и стараюсь отвечать на все ваши вопросы. До встречи. Пока.